Всем хай, меня зовут Галина, я почти 3 года живу в Японии. Совсем недавно мне исполнилось 22 года. Эй! Поэтому в этом видео я бы хотела поделиться своими уроками, которые я поняла к 22 годам. Или же, по-другому, это видео можно было бы назвать как советы, которые я хотела бы дать себе 18-летней. Первый урок или первый совет — верить в свои мечты. Как бы банально ни звучала фраза о том, что все возможно, и границы только в голове, это правда так. И я это поняла на своем опыте, потому что я мечтала приехать в Японию, мечтала жить в Японии с раннего возраста, с подросткового возраста. Куча моих дневниковых записей об этом, куча моих карт желаний об этом, но на самом деле я в это даже не верила. То есть я думала, что когда-то, может быть, это наступит, когда-то там, после 25 лет, когда я закончу университет и накоплю на это дело, и то как-то слабо верится. Какой-то примерно такой у меня был настрой. Но при этом, когда все-таки я призналась сама себе, что нет, это действительно то, чего я хочу, и это единственный путь, который я хочу в своей жизни сейчас на данный момент, то сразу же появились возможности. И так в жизни совсем все действительно возможно. Если ты можешь себе это представить, то это возможно. Нужно просто верить в это. Отсюда вытекает второй урок или второй совет. Это то, что, соответственно, к этим мечтам нужно себя готовить. Нужно из шага веры сразу же перейти в действие. Потому что, например, на том этапе, когда я поняла, что я хочу в Японию, что было бы правильно сделать в тот момент, когда я была подростком, еще училась в школе, нужно было первое понять, это моя мечта, и я принимаю эту мечту. Я верю в то, что эта мечта осуществима, и это в моих силах ее осуществить. И третье — это что я могу начать делать сейчас, чтобы приблизить себя к этой мечте. И очень правильным шагом было бы в то время начать учить японский, несмотря на то, что я приступала к изучению японского, но потому что как раз я не верила в то, что я действительно приеду в Японию, и мне это понадобится уже там через год. Я делала это не так интенсивно, не так активно, не с таким воодушевлением. Моей целью должно было быть шаг за шагом, пока еще я нахожусь в России, повысить свои навыки японского до максимально возможного уровня. Потому что действительно я была бы очень благодарна себе, если бы я приехала сюда с уровнем знания японского минимум N3 или даже выше. Третий урок — это то, что иногда нужно дать себе время и не требовать от себя всех результатов мира сразу, здесь и сейчас. Когда я опять-таки училась в языковой школе, уже приехав в Японию, я чувствовала себя вообще просто самой, не знаю, отсталой. Ну, потому что так получилось, что я приехала в момент короны, и тогда было очень мало студентов вообще во всех школах, и у нас в моей школе не было начальной группы, то есть, несмотря на то, что мой уровень японского тогда был ниже N5, я сразу попала в группу N4, которая переходила в группу N3. И то есть для меня это был какой-то нереальный разрыв знаний, мне было очень тяжело. Внутренне тоже, опять-таки, не было никакой мотивации. Я думала, что я все равно никогда их не догоню, потому что этот разрыв, просто огромный, это просто невозможно. Когда мы какой-то материал изучали, я чувствовала, что я не понимаю, я не могу это использовать, я не понимаю смысл каких-то грамматик и так далее. Даже если я понимаю, например, когда носители это говорят, я не понимаю, как самой использовать это в жизни. Но потом, когда я уже выпустилась из языковой школы, я так ничего не поняла во время учебы, но потом ты вливаешься в эту жизнь, и ты уже начинаешь слышать это на работе, при общении с друзьями, при общении со своими однокурсниками в колледже. И потихоньку ты бац, и ты же сам это используешь, и ты потом просто такой, что? Я сейчас использовала эту грамматику, я же даже не знал, как толком ею пользоваться. А теперь я делаю это совершенно свободно и даже не замечая этого. Иногда кажется, что результата нет, но на самом деле нужно просто подождать и продолжать идти в каком-то темпе, продолжать делать какие-то шаги, и результат 100% будет. Четвертый урок, который я поняла, это то, что семья — самое ценное, что у нас есть в жизни. С одной стороны, это очень
грустно, это очень больно, когда ты живешь на больших расстояниях со своими близкими, и у вас действительно нет возможности видеться. И несмотря на то, что это такой большой минус, наверное, это хорошо, что это случилось со мной. Первый раз это со мной случилось все в России, когда я просто съехала от родителей и переехала в Санкт-Петербург, несмотря на то, что я с острова Сахалин, что в совершенно противоположных частях России. То есть это было очень далеко, и потом уже, когда я переехала в Японию, понятно, что видеться у нас вообще возможности почти нет, разве что раз в год примерно, и на совсем небольшой срок. Поэтому в такие моменты ты, конечно, понимаешь, насколько это огромная ценность быть рядом с родителями, начинаешь ценить их заботу, их поддержку, их советы. Поэтому, если у вас есть возможность сейчас видеться со своими родителями, со своими бабушками, дедушками, любыми близкими вам людьми, то не забывайте использовать этот шанс, потому что на самом деле когда-то у нас у всех это закончится. Пятый урок, перетекающий немного из четвертого, позволять себе быть ребенком со своими родителями. У меня, наверное, лет с 18, да, может быть, даже и раньше, началось вот это чувство того, что я должна быть независимой, что я должна быть взрослой, должна быть сильной, и особенно я никогда не должна показывать какую-то слабость там маме, ну там папе, да, потому что они мои родители, не будут за меня переживать, мама будет плакать, она будет расстраиваться. Ну, зачем как-то грузить их своими проблемами? И то же самое, когда, например, я приезжала домой, живя в Санкт-Петербурге, мне казалось, что я должна уже все, должна готовить сама, должна убирать все сама. Я как будто бы корила себя за то, что я не так часто готовлю, что я вообще там не готовлю для семьи. Многие такие моменты. А сейчас я поняла, что это огромный подарок судьбы, что у меня до сих пор есть мои родители, и что они живы и здоровы. Что вообще я могу приехать домой, даже если это раз в год сейчас, да, в данный момент жизни. Но все равно, приезжая домой, я могу позволить себе просто побыть маленькой девочкой, побыть просто маминым ребенком, папиным ребенком, позволить им заботиться обо мне. То есть это не значит, что нужно сесть на шею своим родителям, конечно, нет. Конечно, нужно им во всем помогать, стараться и проявлять заботу о них в том числе. Но также ничего нет плохого в том, чтобы иногда показать родителям, когда ты чем-то расстроен или когда что-то у тебя не получается, поделиться с ними чем-то и также просто принять их заботу и проявление любви в виде, когда мама для тебя готовит и так далее. Это просто ценнейшее, что может быть. Вот моя главная мечта, вот сейчас, живя вдали от родителей, это просто поесть маминого борща, поесть маминых тортов, подожди, порты, поесть маминых тортов вкусных. Иногда оставайтесь ребенком. Когда-то у нас у всех и эта возможность тоже закончится. 6-й урок. Не надо выбирать специальность, на которой вы пойдете учиться, с целью, что потом вы по этой специальности будете работать. Потому что, например, на самом деле ваш интерес сейчас состоит в том, чтобы учиться на художника, на музыканта, на актера, и при этом вам родители, там, взрослые говорят: вот пойдешь ты учиться на художника, и кем ты будешь работать, вот пойдешь ты учиться на актера, и кем ты будешь работать. Но, ребят, вот если подумать, большинство людей, которые это говорят, на кого они учились и кем сейчас они работают. И во многих-многих случаях окажется, что они учились на экономиста, сейчас работают в какой-то совершенно другой среде, учились на юриста, сейчас работают в какой-то совершенно другой среде. Понимаете, люди ищут в этом гарантии, но гарантий никаких нет. И также, если вы чувствуете, что вы не понимаете сейчас, чем вы хотите заниматься, что вы хотите изучать, и просто идете, чтобы, ну, потом я смогу хотя бы на этом зарабатывать, не факт. То есть, да, но в то же самое время и на том, что вам нравится делать, куда вас сейчас тянет, на этом вы тоже сможете зарабатывать и не сможете в то же самое время. Не существует гарантии в этом. Существуете вы, существует ваш выбор и ваш жизненный путь, и вы сами можете выбрать, на чем зарабатывать, где работать. Но просто выбрать специальность, потому что якобы у вас будет какая-то хорошая работа, не факт. И стоит ли жертвовать своим действительно желанием, которое у вас есть в этот момент, своим порывом изучать какую-то сферу, которая кажется другим не престижной, не привлекательной, не способной вас прокормить в будущем, то я бы предложила вам подумать еще раз, насколько действительно они в этом правы. Слушайте себя.
Седьмой урок, седьмой совет, который соприкасается с тем, что я говорила сейчас, относиться к выбору специальности проще. Пока вы не попробуете учиться чему-то, пока вы не попробуете работать в чем-то, вы все равно не поймете, ваше это или не ваше, хотите вы этим заниматься или не хотите. Поэтому просто пробуйте, и рано или поздно вы поймете, это вам подходит, или это вам не подходит, или какая-то часть из этого вот вам подходит, а другая часть не подходит. Это в любом случае ваш путь. Не бойтесь ему следовать и просто будьте проще в этом выборе. Восьмой урок — это то, что колледж, университет дает вам не только навыки, как я уже упомянула, или знания, которыми вы будете пользоваться для того, чтобы работать в этой сфере. Также, и что, на мой взгляд, даже более ценно, колледж дает вам знакомства, друзей, какие-то другие возможности за пределами занятий. То есть, например, в моем колледже я учусь на программе English Career. Я сама проучусь почти уже 1,5 года и до сих пор не понимаю, когда меня спрашивают, а что ты изучаешь, у меня у самой глаза по 5 копеек, я не знаю, что сказать, потому что, как бы английский мы изучаем, и как бы еще всего по чуть-чуть. Но штука в том, что английский, который мы изучаем, для меня слишком низкий уровень. Я пришла в колледж уже говоря на английском, и в моем представлении должно было быть так, что мы разделяемся по каким-то группам. Есть группа, которая хорошо говорит на английском и подтягивает его еще лучше. Есть группа начального уровня английского, и они занимаются, подтягивая свой уровень. Но на самом деле все, в общем, было немного по-другому. Так что как таковых знаний по своей специальности я практически не получаю. Но при этом я получаю друзей, я получаю навык практики японского языка, я получаю навык практики английского языка с носителями. Я также получила возможности пробовать стажировки, попробовала стажировку в отеле, осталась там на подработку. Организация каких-то мероприятий. Вот у нас было огромное мероприятие, где мы готовили колоссальную программу для иностранцев, приезжавших в наш колледж. Также мы сейчас работаем над тем, чтобы запустить как разговорный клуб английского для детей, где мы тоже будем преподавать с сентября. Колледж или университет дает множество других возможностей, множество открывает других дверей за пределами просто каких-то знаний и навыков, которые вы якобы получаете в течение самого урока. Урок номер 9. Навык зарабатывания денег самостоятельно дает больше уверенности и дает больше жизненной энергии. Я помню, что когда я только приехала в Японию, и до того, как я приехала в Японию, уже почти год жила после выпуска из школы, я не работала, и я испытывала какую-то вот внутреннюю борьбу постоянно. У меня было много хобби, у меня было много того, чему я могла учиться, и я была рада использовать это время для того, чтобы учиться и совершенствовать какие-то навыки, которые мне хотелось совершенствовать на тот момент. Но особенно, когда я приехала в Японию, естественно, здесь началась программа игры на выживание на те очень небольшие деньги, которые мои родители могли мне присылать для того, чтобы жить месяц. То есть, реально нужно было очень-очень сильно стараться. Я даже выглядела в тот период ужасно. Я не говорю про то, что у меня не было энергии. Откуда энергия, когда ты не можешь ее, брать ниоткуда? Как ты ее возьмешь? Пойти с кем-то встретиться, для этого нужны деньги. Пойти как-то развлечься, для этого нужны деньги. Как-то одеться, как-то заняться творчеством. В Токио для всего нужны деньги. Чтобы питаться, чтобы ездить, ходить, встречаться, гулять и так далее, для всего нужны деньги. На самом деле это настолько на меня влияло, я даже не замечала этого в тот момент, я не знала, в чем причина моей внутренней депрессии, потому что на самом деле, мне кажется, вот у меня 2 года было что-то такое около депрессивное состояние. Иногда это доходило до каких-то пиков, до срывов, иногда это было в более таком пассивном контексте, просто внутренней какой-то грусти, непонимания смысла жизни и так далее и тому подобное. Но все как рукой сняло, когда я начала работать. И пусть это была не работа мечты, моя первая подработка была
ладно, не самое первое, на первое, потому что я не зарабатывала особо денег, поэтому мне это особо не помогло. Вот вторая моя подработка, где я заработала первые свои такие нормальные деньги, которые действительно помогали мне в моей жизни. Я работала просто на кухне в белорусском ресторане. Делала закуски, делала салаты, украшала тарелки на горячие блюда и так далее. Вот была моя работа. У меня был очень хороший коллектив, и это место, в котором я нашла друзей, и с некоторыми из них мы до сих пор встречаемся, и даже с теми, с кем не встречаемся, я всех очень помню, очень люблю, и это невероятно теплые воспоминания о том месте. Суть в том, что именно с тех пор, как я просто начала работать, просто вот это осознание, я что-то делаю не только для себя, я сейчас живу не только для себя, я делаю что-то и для других людей, я получаю за это деньги, ну, для своей жизни, да, для того, чтобы купить одежду, если я хочу, для того, чтобы встретиться с друзьями там, где я хочу. И сразу же я изменилась, внешне даже изменилась. Я попробую, может быть, ставить какие-то картинки. У меня настолько изменилась кожа, у меня были невероятные проблемы с акне, у меня всю жизнь эта проблема. И до сих пор у меня кожа не идеальная. То есть на видео кажется, что в принципе неплохо, и на самом деле сейчас она выглядит очень неплохо по сравнению с тем, что было. Но до сих пор у меня кожа не идеальная, но тем не менее это в 10, не знаю, в 100 раз лучше, чем было, особенно в тот период, в мой период депрессии. Тогда эти прыщи не проходили вообще, но как только у меня улучшилось внутреннее состояние, появилась уверенность, появилась какая-то стабильность, появилось какое-то вдохновение к жизни, я внешне даже начала меняться. 10-й урок — это тот, на который я ставлю даже без комментариев просто. Я сильнее, чем я думаю. Все. 11-й урок — это то, что действительно самая темная ночь чаще всего бывает перед рассветом. Опять-таки в Японии, когда я только приехала первый год, было много сложных ситуаций. Буквально вот октябрь 2000, там, сейчас, может быть, ошиблюсь годом, но, наверное, 21-го примерно года или 22-го, прошел год, как я приехала в Японию. Я тогда все еще не нашла подработку. При этом я пыталась устраиваться в несколько мест, но меня не брали. Я очень хотела получить работу в английской школе, хотела преподавать английский там, и мне очень нравилась политика той компании, в которой я хотела работать. И я прошла 3 из 4 собеседований, и после 4-го собеседования меня не приняли. Вот это случилось в октябре. Я получила то сообщение о том, что меня не взяли на работу. И это была моя уже энная попытка устроиться, в принципе, на работу. У меня тогда были проблемы в отношениях. Опять-таки, я чувствовала, что я нифига не учу, не продвигаюсь в японском, что у меня просто нет на это ни энергии, ни интереса, ни вообще с самого начала я была не в той группе, в которой я должна была быть. Тут у меня еще мама заболевает короной, она находится в России, естественно, я нахожусь здесь в Японии. Я не знаю, насколько ей тяжело, знаю, что она в больнице в одной палате с человеком, которому гораздо хуже. То есть тогда все сразу навалилось, и я просто помню, насколько я была бессила, я просто рыдала, и я думала, что все, я не знаю, зачем я приехала, у меня точно уже ничего не получится, и мне нужно просто ехать обратно. Я уже даже, по-моему, с своим молодым человеком поговорила о том, что я, скорее всего, вернусь в Россию в следующем месяце. И буквально проходит несколько недель, вот максимум месяц, я устраиваюсь на работу, моя мама идет на поправку, да, все начинает налаживаться, и скоро там я и уже и в колледж поступлю, и все остальное, в общем, все, жизнь хороша. Не значит, конечно, что потом мне было трудности, естественно, были, но тот период был на самом деле самый сложный и такой самый, когда я была готова сдаться, но именно после того самого сложного периода стало все налаживаться и становиться лучше и лучше. 12-й совет, 12-й урок — это слушать себя и только себя, когда дело касается важных выборов, таких как работа, образование, переезд. Просто коротко и ясно. Вам с этим жить, а не им. Не им потом учиться 4 года на той специальности, которую они для вас выбрали. Не им потом жить или не жить в той стране, в которой вы хотите жить. Не им потом работать 10 лет, опять-таки, там, где они хотят, чтобы вы работали.
Они, неважно, кто они, просто какие-то другие люди, кто-то, кто не вы. Слушайте себя, причем слушайте именно сущность внутри себя. Не всегда нужно слушать только голову, то есть голову тоже нужно слушать, вот, но и внутренний голос, который на самом деле и есть настоящий вы, нужно слушать его, потому что именно он вам подсказывает ту дорогу, по которой вам нужно пройти, даже если там будет сложно идти, даже если там вы что-то потеряете. Именно там вы станете тем человеком, которым вы должны стать. 13-й урок — это то, что нетворкинг — это очень важная вещь. Вот учеба, там, образование, колледж, университет — это все важно, мы это уже поняли, но также не менее важно, а иногда важнее, это то, какие у вас связи, какие у вас друзья. Потому что именно благодаря каким-то случайным совершенно встречам, на каких-то случайных вечеринках я получила, опять-таки, многие возможности. Кто-то с таких вечеринок потом пригласил меня вот на конкурс красоты, в котором я участвовала несколько месяцев назад, вот весной. У меня есть фотки в запрещенной соцсети об этом. Там я встретила многих известных блогеров, особенно вот русскоязычных. Я там встретила друзей, которые приходили вот ко мне на день рождения, который я праздновала пару недель назад. Просто я встретила замечательных людей, просто это был очень хороший, веселый опыт и красивые фотографии. Еще благодаря тоже таким же случайным встречам на вечеринках. Мне недавно тоже писал мой знакомый и сказал, у меня там друг работает в рекрутинговой компании, вот я знаю, что ты ищешь работу, скидывай мне свое резюме, я ему скажу, может он там тоже поможет как-то. Поэтому нетворкинг — это правда вещь, и ей точно не стоит пренебрегать. Я иногда прям почти корю себя, что у меня бывают периоды очень загруженные, когда я просто ухожу, моя жизнь — это учеба, работа, и я такая, блин, Галь, надо выходить в свет, надо это делать, потому что и чтобы развеяться в том числе, но и также, чтобы просто найти новые знакомства, иногда это очень нужно в жизни. У меня очень затекла нога. Сейчас, погодите. Надо немного... О, ничего себе, вот это у меня колики. Вообще, как нужно правильно действовать, вот когда вот так вот нога затекает, нога, рука, там, неважно. Капец, у меня давно так сильно ничего не затекало. О, попробуем. Не будем больше сидеть в позе лотоса. Все свое видео длиной 35 минут на данный момент. Еще половина, наверное. Итак, урок 14. Очень важный. Я пыталась показать, вспомнила, что у меня только 2 руки, а не 4. Урок 14. Не ходить домой к парню, если вы не хотите с ним переспать. Возможно, это очевидно, невозможно, это 100% очевидно. Но, тем не менее, я была такой, и, возможно, кто-то из вас тоже будет такой же наивной девочкой, которая будет считать, что... Если парень приглашает домой, то это не значит, что только одно ему нужно. Возможно, он действительно добрый, великодушный джентльмен, который просто приглашает на чай за глубокомысленные беседы и вкусные печеньки. No, my dear. Не нужно быть... такой легкомысленный, как я. Я думаю, что это не нуждается в каких-то долгих объяснениях, но, девочки, если мальчик вас зовет домой, 99.999999999% это не для того, чтобы пить чай. И тут просто добавить, что если для вас это окей, если это то, чего вы хотите, и вы такие, окей, я готова сегодня просто без каких-либо обязательств провести какое-то приятное время и уйти и забыть. Если для вас это окей, окей. Если для вас это не окей, это не то, чего вы хотите, то просто тогда нет и до свидания. 15-й урок и совет, который я бы все еще дала себе, даже себе настоящий, все будет хорошо. По той причине, что все рано или поздно проходит. И хорошее проходит, и плохое тоже проходит. В моей жизни были опять-таки много ситуаций, когда оказалось, что, блин, да когда это закончится? Это что, уже никогда, что ли, не закончится? Но рано или поздно оно заканчивалось. Есть даже такая притча, которую я, блин, хорошо не вспомню, я красиво вам ее не расскажу, если очень отдаленно. То вроде как был там какой-то там царь Соломон, ну или не Соломон, просто царь, и у него было выгравировано кольцо, было написано «все пройдет». Он вроде как мучился там от головных болей и все остальное, и
Вот когда смотрела на это кольцо, то видела эту надпись, что все пройдет, и он как бы мог отпустить это, и, да, почувствовать себя, ну, немного лучше, почувствовать какую-то надежду, наверное. И однажды у него были какие-то вообще просто нестерпимые уже боли, и он посмотрел на кольцо и разозлился, снял, чтобы его выкинуть, и в этот момент увидел, что на внутренней стороне кольца написано: и это тоже пройдет. Это сейчас вообще просто я там переврала, может быть, там историю, но суть там реально была такая. Помните, что какие бы ни были ужасные события, происходящие с вашей жизнью сейчас, просто помните, что это пройдет. И даже когда кажется, что ну это уже не пройдет, и это тоже пройдет. В общем, мы перешли к каким-то таким немножко высокодуховным урокам буквально на пару минут, не пугайтесь. Следующий 16-й урок, который я поняла, это то, что на самом деле единственное, что имеет в жизни ценность и смысл, это то, каким человеком ты станешь. Когда начинаешь разбираться в том, как устроена наша Вселенная, и понимаешь какие-то такие истины, например, законы кармы, законы судьбы и так далее, то понимаешь, что на самом деле, когда мы умираем, и мы все умираем, да, как бы нам не хотелось в это не верить, мы, естественно, оставляем в этой жизни абсолютно все материальное, от денег, карьеры, детей и собственного тела до собственного тела. В общем, мы тут оставляем абсолютно все, за исключением одного: личных качеств, которые мы в себе воспитали. И именно те уроки, которые мы прошли, галочка, те уроки, которые мы не прошли, и те негативные наши черты характера, наша негативная ложная личность, все, что мы вот в этом контексте не проработали, привет, следующая жизнь, снова те же грабли, и нам придется снова и снова проходить через эти трудности, через эти очень сложные неприятные ситуации. До тех пор, пока до нас не дойдет, что нужно посмотреть в себя и понять, а что я не так делаю, где я мог действовать по-другому, а где я мог среагировать по-другому, почему именно это происходит со мной, где я выбираю быть этим или быть в этом. И когда мы вот это сможем изменить, то есть понять сначала, потом осознать, а потом еще найти в себе силы это изменить, то тогда урок пройден, и тогда привет, счастливая следующая жизнь. Следующий урок — это то, чтобы что-то получить, нужно что-то отдать. Когда мы хотим почувствовать в жизни любовь, нужно проявить эту любовь к другому человеку. Когда мы хотим почувствовать в жизни счастье, нужно сделать кого-то счастливым. То есть для того, чтобы что-то почувствовать, что-то иметь, нужно не требовать это получить от других людей, не требовать заботы, не требовать любви, не требовать сделать меня счастливым человеком. Нужно стать этим, нужно стать этой любовью, этой заботой для других людей. И когда ты начинаешь думать, как я могу сейчас сделать вас счастливее, то когда у вас это действительно получается, начать следовать этому своему намерению быть лучше для других, то ты чувствуешь внутри свет, ты чувствуешь внутри, как тебя наполняет вот это счастье, наполняет это любовь, и это какое-то безграничное просто чувство. 18-й урок. Надо было слушать маму, когда она говорила держать ровно осанку. 19-й урок и 19-й совет. Воплощать идеи ровно в тот момент, когда они приходят вам в голову, потому что именно в тот момент выделяется какое-то невероятное количество энергии на реализацию этих идей. И вот важно именно сделать первый шаг в реализации. Именно не сказать друзьям своим или кому-то: «О, у меня сейчас такая идея клевая пришла», потому что сразу же вы вот в это выкинете эту энергию, в то, чтобы рассказать, вместо того, чтобы начать это делать. Именно на таком порыве, когда я начинала идеи, они как-то начинались и продолжаются. Вот, например, YouTube. Вот я сейчас записываю это видео, и первое видео я записала а-ля 6 месяцев назад. Как это произошло? Таким же образом. И у меня была эта идея, это желание иметь свой канал очень долгое время. Прям
не знаю, несколько лет это просто такая идея, которая очень глубоко сидела в голове, и вообще на нее не было никакой решимости. И где-то за год до того, как я засняла первое видео, она уже так подбиралась ближе, и я думала, ну вот когда у меня будет новый там какая-нибудь камера или телефон получше, вот тогда я начну снимать, еще компьютер нужно новый, чтобы монтировать. В итоге я купила телефон, так и не начала снимать, и вот в какой-то вечер я просто сидела и такая, блин, да я хочу YouTube-канал, а почему бы не сейчас? И я просто буквально через несколько секунд взяла там блокнот или компьютер и накидала просто, о чем будет мое первое видео. И это было видео, вот, собственно, о том, как поступить в японский колледж, потому что я подумала, а что я могу рассказать, что я знаю, что людям может быть интересно. Я поняла, о, вот это, окей, почему нет? Написала скрипт, и уже на следующее утро я засняла первое видео и скоро его выложила. И вот сейчас у меня есть новое потрясающее хобби, которым мне нравится заниматься. И правда, в последнее время у меня на него нет времени. Но это уже другая история. У меня, правда, так зарождались мои идеи, и те идеи, которые не воплотились, вот вы не представляете, как я жалею, потому что у меня были такие идеи, которые я прям в моменте чувствовала огромное количество энергии, что вот я сейчас, я готова этому учиться, я готова это делать, прям, не знаю, с утра до ночи готова это делать. Но по каким-то причинам я это не делала. Например, нужно было для этого купить курс, который стоил 50 тысяч рублей, а у меня на тот момент не было этих денег. И я не купила, и в итоге потом мне уже как-то это не так уж и важно, не так уж это приоритетно, чтобы этот курс снова искать и вкладывать в него деньги, даже если они есть. Поэтому очень важно хватать это в моменте. 20-й урок — это не винить родителей во всех бедах в своей жизни. Потому что у нас очень здорово, что в современном мире популярна нынче психология, популярно нынче ходить к психологу и даже самому ставить диагнозы самому себе и другим, абьюзивные отношения, какое-то там расстройство там, и так далее и тому подобное. Это здорово, но однако иногда некоторые психологи, не все, настраивают людей против своих родителей. Понятно, что многие наши проблемы идут из детства, да, многие наши какие-то загоны, установки, какие-то наши проблемы в отношениях сейчас с партнерами действительно очень много идет из детства. Но это не повод сказать, что вот мои родители меня там недолюбили, мои родители плохо со мной поступили, игрушку не купили, в художественную школу не отдали, и теперь вот жизнь не удалась, потому что родители не построили эту жизнь за меня. Очень странно так думать. Вам не 3 годика, вам уже не нужно, чтобы родители вас нянчили на ручках. Вам не нужно, чтобы родители там сейчас, не знаю, меняли вашу жизнь. Родители такие же люди, как вы. Они тоже делали ошибки, так же, как вы делаете ошибки. Вы думаете, вы людей не ранили за свою жизнь? Вы не сделали кому-то больно? Вы не растоптали чьи-то чувства? Вы тоже все это делали. И ваши родители могли с вами так поступить, скорее всего, не специально. Скорее всего, это не то, что они хотели с вами сделать. Скорее всего, они хотели вам счастливой жизни. Просто у них тоже были какие-то трудности в жизни до того, как они стали родителями. Они тоже проходили свой путь, и у них тоже были свои родители, которые, возможно, тоже где-то несправедливо с ними обходились. Но теперь, когда вы взрослый человек, теперь вы сами просто способны строить свою жизнь, менять свою жизнь, делать выборы в пользу себя, в пользу своей жизни, в пользу того, как вы хотите ее прожить. Родители здесь уже ни при чем, просто поблагодарите их и скажите, как вы их любите. Это лучшее, что вы можете сделать. И для себя, причем и для них, и в первую очередь для себя. 21 урок умение печатать на клавиатуре, несмотря на клавиатуру, очень мне пригодилось в жизни, потому что вот в этом месяце, уже в прошлом месяце, получается, я купила себе MacBook, я купила его в Японии, и, естественно, там нету русской клавиатуры, то есть там только японская и английская клавиатура. Русскую раскладку можно было скачать, что я, собственно, и сделала, но я не знаю, возможно, можно на AliExpress там заказать какую-нибудь наклейку, но я поняла, что мне эта наклейка и не нужна, потому что я и так помню эти клавиши, где что на русском, поэтому я спокойно печатаю на русском, даже не имея русской клавиатуры. Вот поэтому я сейчас очень благодарна, что
Когда-то в детстве моя сестра училась скоропечатанию, или как-то, я не уверена, как называется, но, в общем, несмотря на клавиатуру, она училась печатать быстро, у нее это очень круто получалось, и я считала, что моя сестра очень крутая, и я подумала, что мне тоже нужно этому научиться, вот, и поэтому я тоже начала это практиковать, и я очень сейчас благодарна этому опыту, что теперь вот у меня есть японский компьютер, и мне не нужно даже искать, думать, где купить эту наклейку. И последний 22-й урок — это то, что навык знания английского, пожалуй, то, что мне пригодилось в жизни больше всего. Вот я еще со школы чувствовала. Это был мой любимый предмет. Кто любит там математику, там химию, я не знаю, что там еще, ну, историю, какие-то вообще любые предметы, вообще просто восхищаюсь, вот честное слово. Вот честное слово, восхищаюсь, потому что, ну, мне никогда было неинтересно, вот особенно математика, потому что я не понимала, если я не могу использовать это каждый день в своей жизни, зачем мне это нужно? То есть вообще это нужно, для работы мозга и так далее. Но вот как бы, чтобы это прям понять на каком-то вот жизненном уровне, я это не могла сделать, и поэтому я просто не любила все эти предметы, которые я практически не могу использовать, желательно каждый день в своей жизни. И вот именно английский, мне казалось, что это единственный предмет практически, который действительно, ну, ты можешь использовать, потому что ты можешь разговаривать с людьми на этом языке, ты можешь путешествовать, используя этот язык и так далее и тому подобное. И на самом деле я не знаю, где бы я сейчас была, если бы не английский. Вообще все в моей жизни настолько связано с этим языком, когда я приехала в Японию. Я еще не говорила по-японски, но я говорила по-английски, мне это невероятно помогало, чтобы общаться со своими соседями, чтобы узнавать, ну, решать какие-то проблемы, потому что, ну, без японского я их никак не решу. На английском хотя бы кто-то говорит, на английском хотя бы какие-то другие иностранцы там мне помогут объяснить, что к чему. Я бы не встретила своего молодого человека, с которым мы уже больше 2 лет встречаемся. Я работаю в отеле, в ресторане, и тоже это американская компания. У нас практически каждый гость вечером иностранец, американец или британец, или еще какой-нибудь англоговорящий человек, или не англоговорящий, но, естественно, в первую очередь ты с ним общаешься на английском. То есть это вообще во всем, в учебе, в работе, с друзьями, в отношениях с молодым человеком. Во всем в моей жизни присутствует английский. И это действительно навык, без которого я бы вообще не смогла бы сейчас существовать, поэтому рекомендую. Ну, в принципе, это вот все уроки, которые я так обобщила. Пишите, что вам откликнулось, возможно, больше всего, или что бы вы добавили, в какие для вас осознания за вашу жизнь, какие советы вы бы дали себе в прошлое. Обязательно пишите в комментариях. Ну и самый главный совет — это просто любите себя, любите людей и будьте счастливы. И увидимся с вами, надеюсь, что скоро. Надеюсь, что скоро месяц не выходили видео. Так что до встречи. Bye-bye.